Всем привет! Прочитал информацию о том, что самое распространенное обвинение журналистов, которое выдвигается в Российской Федерации, это обвинение по статье 163 Уголовного кодекса «Вымогательство». Дальше вторая в кавычках популярности статья 205.2 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Напомню, что это обвинение, по которому осуждают журналистов в Российской Федерации. Третье по популярности, то есть по частоте применения, это статья 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Потом идет статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации». Также журналистов, подчеркиваю, осуждает по статье 276 «Шпионаж», «Госизмена» 275 и статья 275.1 «Конфиденциальное сотрудничество с иностранцами». Вот давайте разбираться, что это за статьи такие, почему по ним осуждают журналистов. Вы вообще можете меня спросить, а зачем же нужны журналисты? Почему у вас, обычных граждан России, живете вы внутри России или вовне, должна ли беспокоить судьба журналистов? Объяснение очень простое. В Российской Федерации вы знаете, что существует телефонное право и суды подконтрольны. Как правило, суды принимают те решения, которые им предлагают принять следователи, прокуроры. Вы знаете эту фразу «нет основания сомневаться в словах сотрудника правоохранительных органов». И зачастую в судебном порядке добиться справедливости невозможно. Но чиновникам, силовикам категорически не нравится, когда их действия становятся достоянием гласности, публичности. Поэтому журналистам очень важно продолжать свою деятельность, свободно распространять информацию, не пропаганду, которая выдается за журналистику, а именно правдивую информацию, несколько точек зрения. И это способ для вас, для обычных граждан, защитить ваши права, защитить, допустим, природу. Если бы не было журналистов, вы, вероятно, бы не узнали о масштабах бедствия, например, которое произошло в Анапе. Ну, то есть, были бы какие-то лояльные власти блогеры, журналисты, которые бы приехали, сказали: вот смотрите, молодцы, все техники достаточно, людей достаточно, масштабы небольшие. Ну, на самом деле, тогда было холодно, мазут осел в толщу воды. И сказали бы: ну вот выбросило, что выбросило, убрали, все хорошо, прекрасная маркиза. И только за счет того, что существуют независимые, по-прежнему существуют независимые журналисты в России и блогеры, грань стирается на самом деле между блогерством и журналистикой, у вас есть возможность узнать о том, что на самом деле происходит. По сути, это последняя ваша надежда. Статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогательство. Первое. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершение других действий имущественного характера
под угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо без такового. Я думаю, что если журналистов осуждают по части 1 статьи 163, то им вменяют якобы совершенные действия, что журналист угрожал опубликовать информацию, допустим, о фактах коррупции и предлагал, что доказывает следователь, предлагал не публиковать позорящих потерпевшего и его близких сведений, которые могут существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близким нанести, в обмен на деньги, в обмен на какие-то подарки, в обмен на что-то такое. Я думаю, что именно под это подводят следователи. Часть 2. Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Вполне возможно, что и по этой статье. Ну, то есть, предварительный сговор между журналистом, редактором, издателем. Соответственно, по вот этой части 2 там более серьезные санкции. Ну, всегда группа лиц, это всегда более серьезное. Есть часть 3. Вымогательство, совершенное организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Представляете? То есть, если какие-то журналисты, ну я такими их не могу назвать, действительно предлагают так называемый, как называется, бан на плохую информацию, на публикацию разоблачений в обмен на деньги, то, наверное, действительно они попадают под статью 163. Но обычная журналистская деятельность, когда собирается информация из нескольких источников, перепроверяется, а потом, соответственно, публикуется, она не содержит вот этих вот действий, которые подпадают под состав статьи 163 вымогательство. То есть человек, журналист, должностное лицо, получая зарплату, он не совершает никаких действий, подпадающих под статью 163 вымогательство. Ну давайте спросим себя, каким же образом можно подвести действие журналиста под 163 статью Уголовного кодекса. Да, кстати, сейчас самое время подписаться на меня. Самая лучшая поддержка с вашей стороны — это подписка. Проверьте, что стоит колокольчик на все уведомления. Также проверьте, пожалуйста, что вы поставили мне лайк, написали комментарий. Это обязательно написать комментарий. Мне интересно ваше мнение, насколько актуальные темы я поднимаю в видео, то есть если эта тема не актуальна для вас по какой-то причине, напишите, что вам интересно, что в том, чем я занимаюсь, вам интересно. Например, больше рассказывать про Испанию или больше рассказывать про свои какие-то опыт свой правозащитной деятельности в России. То есть мне ваше мнение интересно. Напишите, пожалуйста, что вам интересно.
Да, вот. Звонок. Смотрите. Вероятнее всего, журналистам шьют дело. То есть достоверная информация о том, что какой-нибудь там чиновник или бюрократ занимается, например, коррупцией. Публикация такой информации, естественно, нанесет вред этому человеку, потому что всем станет известно, что он коррупционер. Но надо же доказать, что журналист выгоду какую-то получает от этого, от публикации такой информации. И здесь, я думаю, просто фабрикуется встреча, я предполагаю, можно так сделать. Сфабриковать встречу, допустим, с представителем какого-то там чиновника под предлогом того, что чиновник хочет дать комментарий или его представитель ответить на разоблачение. Потом происходит, допустим, подбрасывание суммы денег какой-то, оперативный эксперимент, и все готово. То есть человек пришел на встречу взять разоблачающее или опровергающее разоблачение интервью, у него случайно, у этого человека, где-то там в вещах оказываются денежные средства, и пойди потом докажи, что ты не верблюд, что ты не вымогал эти деньги в обмен на непубликацию каких-то сведений. То есть, понимаете, с российской этой правоохранительной, в кавычках, системой очень сложно доказать, что ты не верблюд. Почему я всегда говорю, что если вы идете куда-то на встречу с кем-то, обязательно включайте диктофон, а лучше и диктофон, и камеру, чтобы у вас была полная гарантия, что ваши действия будут фиксироваться. То есть я думаю, что журналистов по 163 осуждают именно потому, что легче всего сфабриковать состав уголовного дела. Давайте дальше рассмотрим. Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Часть первая. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного до 3 лет, за период до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Те же деяния, часть вторая, те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет, соответственно, на срок до 5 лет. Что же понимается под публичное оправдание терроризма? Читаем. Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными или заслуживающими поддержки и подражания. То есть, если журналист не высказался критически о, например, что признается терроризмом? Поджог двери ФСБ, например. Или признается терроризмом действия вооруженных сил Украины на территории Курской области Российской Федерации. Если журналист хоть капельку проявил, так сказать, даже нейтральное свое отношение к этим действиям, в принципе, как расставит акценты лингвистическая экспертиза, можно найти то, что журналист высказывается в пользу поддержки и подражания. Пропаганда терроризма.
распространение лицом материалов, направленных на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, либо представление о допустимости осуществления террористической деятельности. И вот это все подлежит квалификации как пропаганда терроризма. То есть, если журналист написал о, допустим, вторжении РДК, Русский добровольческий корпус, на территорию Российской Федерации, то он, в принципе, опять же, как опишет это лингвистическая экспертиза, может подпасть под пропаганду терроризма. Понимаете? То есть он пишет о действиях РДК, тем самым, как может сделать экспертиза, говорит о допустимости осуществления террористической деятельности. То есть, понимаете, по сути, вот что происходит, если ты не поддерживаешь позицию официальную российской пропаганды, а хотя бы в нейтральном тоне освещаешь те или иные события, то экспертиза может найти, а вы знаете, как экспертиза в России проводится, состав, который попадает либо под оправдание терроризма, либо под пропаганду терроризма. А терроризмом, вы знаете, в России называют все и вся. Экстремизм и терроризм, что бы там ни произошло, что происходит против действий российских властей. Сразу оправдание, сразу экстремизм и терроризм. Так, идем дальше по популярности статей. У меня уже был разбор статьи 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Ну, коротенько я ее зачитаю. Часть первая. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящим в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей и иных представителей частей структур подразделений такого сообщества в целях разработки планов или условий для совершения преступлений экстремистской направленности. Склонение, часть 1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества. Часть 2. Участие в экстремистском сообществе. Дальше пошло там уже деяния, совершенные с использованием служебного положения. Участие в экстремистском сообществе. Вот давайте, что под участием понимается. Под участием в экстремистском сообществе надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества с намерением участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, участие в подготовке к совершению указанных преступлений экстремистской направленности или непосредственное совершение таких преступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества. Снабжение информацией, ведение документации. То есть у нас экстремистским сообществом что признается? Например, штабы Навального, да? Ну вот, пожалуйста. Участвовали когда-то. Все. Если вы даже когда-то, когда они были легально участвовали в деятельности, и эта информация сейчас всплывет, вот, пожалуйста, длящиеся преступления. Не важно, что вы перестали этим заниматься много лет назад. Информация сейчас стала доступна. Раз она сейчас доступна, значит вы участвуете. Вот такая логика у российских репрессивных властей. Под участием, что они понимают. Дальше идем. У меня есть отдельный разбор, там посмотрите. Я оставлю ссылку на этот разбор по статье 282.1. Дальше. Статья 207.3. Тоже журналистов по ней осуждают.
Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия выполнению задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации или войска Национальной гвардии Российской Федерации. Часть первая. Публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании, там практически то же самое, что и в преамбуле. Наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо исправительными работами, либо лишением свободы на тот же срок, то есть до 5 лет. По сути, речь идет о том, что публикация любой информации, которая отличается от официальной точки зрения Российской Федерации, то есть от пропаганды, может быть расценено как распространение заведомо ложной информации. И тут, конечно, речь идет о том, что вы, что бы ни писали про вооруженные силы, добровольческие формирования, различные ЧВК, Национальную гвардию, все, что вы можете написать, будет считаться распространением заведомо ложной информации. Очень легко и просто. И доказываете, что вы распространили информацию, которая, допустим, вы не знали, что она заведомо ложная. Знаете, вам скажут, надо было знать, надо было готовиться. И в завершении экзотическая статья, я не буду разбирать про шпионаж, потому что, мне кажется, это вообще нонсенс. То есть журналистов считать шпионами, это, мне кажется, госизмена, или, я вообще не представляю, как может быть госизмена у журналиста. Так вот, статья 275.1. Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Внимательно читаем. Установление и поддержание гражданином Российской Федерации, находящимся на территории Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 275, 276, 276.1 настоящего кодекса, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет, либо без такового с ограничением свободы до 2 лет, либо без такового. Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье, если оно добровольно и своевременно сообщило органам власти об установлении и поддержании отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства. То есть, если вы, например, сотрудничаете с каким-нибудь правозащитным проектом, или Greenpeace, или Всемирным фондом дикой природы, я честно говоря, удивлен тому, что здесь так расплывчато написано, что непонятно, гражданин Российской Федерации за пределами Российской Федерации может сотрудничать с иностранным государством, международной либо иностранной организацией или нет. По смыслу, я понимаю, речь идет о том, что на территории Российской Федерации происходит. Потому что иностранным гражданам именно на территории Российской Федерации
Не рекомендовано сотрудничать с кем-то. Но, может быть, российские граждане из-за территории Российской Федерации ни с кем не должны сотрудничать. То есть в завершение. Что бы ни делал журналист на территории Российской Федерации, любое отклонение от официальной точки зрения, от точки зрения, которая льется с экранов телевизора, может считаться уголовным преступлением. Именно к этой мысли подводят решения российских судов. Речь идет о том, чтобы журналистов заставить заниматься самоцензурой, когда они будут бояться писать о чем-то, что не совпадает с официальной точкой зрения, критикуют власть, представителей так называемой власти, то есть всяких чиновников, бюрократов, представителей силовых ведомств. По сути, идет кампания по запугиванию журналистов и принуждению их к фильтрации информации так, чтобы она была максимально нейтральной, а лучше вообще, чтобы журналисты перестали писать. Вот о чем говорит обилие приговоров по вот этим перечисленным статьям. В этом случае я по сути могу сказать, что идет дело к запрету профессии. То есть да, останутся так называемые журналисты, но они будут писать на очень травоядные темы. То есть на даже темы волонтерства, темы экологии сейчас небезопасны. Написать о том, что власти не готовы были к ликвидации последствий разлива в Анапе, тоже по большому счету можно подвести под одну из перечисленных статей. Или, например, написать о том, что власти не могут исполнять свои обязанности, допустим, по ремонту дорог из-за того-то, из-за того-то. Из-за того, что, например, большую часть денег из бюджета направили на помощь семьям, участникам СВО, а дороги не делают. И как ты расставишь акценты, может повлиять на твою свободу. Людей потихонечку из профессии убирают, люди уходят в смежные области, занимаются написанием контента для каких-нибудь там маркетплейсов, еще чего-то. И как в известной притче, когда за мной пришли, уже было некому поднять голос. Вот к этому все идет. Увы. Подписывайтесь на меня, потому что я рассказываю о том, что происходит в Российской Федерации, находясь за границами Российской Федерации. И у вас возможность слушать меня, читать меня, это возможность получать правдивую информацию. Потому что я прекрасно понимаю своих коллег в России, которые опасаются за свою жизнь и свободу. Я их прекрасно понимаю. Поэтому поддерживайте меня, я выполняю ту функцию, которая сейчас опасна в Российской Федерации. С вас подписка, комментарий, лайк, проверьте, колокольчик стоит на все уведомления и распространяйте это видео.